1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. 1, 2, 3. Раз, два, три. Раз. Один, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. 1, 2, 3. Один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. 1, 2, 3. Один, два, три. Раз. 1, 2, 3. Раз, два, три. Раз, два, три. Один. Раз. Один, два, три. Раз. 1, 2, 3. Раз, два, три. Пять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Один, два, три. Раз. 1, 2, 3. Кстати, свет дали. Заметил? Да сижу. Ну там уже приехал. Раз. 1, 2, 3. Нормально? У тебя вспышка вверх бьет. Вспышка вверх бьет. Все, да? Вот посмотри. Мне здесь понравилось.
Да. Батарейки сейчас дам. Что ж напомнил? Еще раз, меня щелкни, пожалуйста. Моргнула она. Здесь микрофон у тебя прямо вот напротив, что плохо. Тебе надо будет в сторону идти. Поняла? Да? Все. Ну все, дамы и господа, готовимся? Начинаем. Я вас приветствую. Скоро такой денечек будет, я вас уверяю. Работаем, работаем. Все на звуке. Так, свет. Свет чуть упал. Ой, свет, кстати, в глаза очень бьет, на самом деле. Что-то жестко как-то свет бьет. Проходите, не стесняемся, присаживаемся, занимаем места свои. За милых дам. Ухо себе в телевизоре. А тут везде все за кадрами, да за кадрами. Ладно, все хорошо, сейчас придет.
Ну, я, может, не чувствую, я же не знаю. Сейчас попробуем. Надеюсь, больше просто. Знаешь этого Алекса? А он футболки пришел на ты. I haven't done anything yet. Говорит, что пока еще ничего не сделал.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке информационного агентства «Национальная служба новостей». И сегодня у нас состоится пресс-конференция британского рок-музыканта Кена Хенсли в честь дня рождения Рок-ФМ. Я с удовольствием представляю вам наших спикеров. Британский рок-музыкант, клавишник, гитарист, певец, автор песен и участник легендарной группы Хип Кен Хенсли. Программный директор радиостанции Рок-ФМ Евгений Штольц. А также представитель концертного агентства Ультра Продакшн Вадим Петин. Ну что же, коллеги, мы начинаем. Евгений, 11 лет станции. Как лично вы отмечаете день рождения Рок-ФМ? Может быть, есть какие-то традиции? Да, лично, вы знаете, у нас мы обычно устраиваем масштабные вечеринки, приглашаем наших друзей, партнеров по индустрии, наших радиослушателей. В этом году мы решили подарить слушателям Рок-ФМ два концерта нашего многоуважаемого гостя. Приезд Кена Хенсли в этот раз в Россию, он вдвойне символичен, я поясню почему. Ну, во-первых, как вы упомянули, радиостанции Рок-ФМ 11 лет. Знаете, это большое счастье, большая радость, что в Москве и в ряде российских городов есть это радио, заниматься которым мне доставляет особое удовольствие. Вчера был шикарный концерт Кена Хенсли, первый концерт из серии российских концертов музыканта. Прошел на ура. Те, кто не был, рекомендую очень попасть сегодня на концерт. Это не получится уже, билетов нет. Sold out, да? Да. Вот, организаторы говорят, что билетов больше нет. Ну и визит Кена Хенсли, друзья, вдвойне символичен, потому что для тех, кто, может быть, не знает, сегодня, 13 апреля, это Всемирный день рок-н-ролла, Всемирный день, праздник нашей любимой музыки. И я хотел бы от лица всех радиослушателей, от лица всех нас и от лица слушателей радиостанции Рок-ФМ поблагодарить Кена Хенсли за его прекрасные песни и поздравить с праздником. Во имя музыки наш многоуважаемый гость, вернее, этой музыке он посвятил всю свою жизнь, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Со Всемирным днем рок-н-ролла, мистер Хенсли. World Rock and Roll Day today. Is it? So cheers to you. Yes. I didn't know that. It's a fact. Okay, that's cool. Yeah. Евгений, а как за 11 лет изменилась станция? Какую роль в этом сыграло творчество Кена Хенсли и группы Хип? Ну, вы знаете, самую непосредственную, самую прямую роль, потому что, как мы все прекрасно знаем, творчество группы Хип вы упомянули и песни Кена Хенсли — это форматообразующий артист для российских слушателей. Это родной музыкант, я не побоюсь этого слова, и в этом смысле, конечно, мы уделяем творчеству Кена Хенсли, в частности, огромное значение. У нас, порядка 30 песен, наверное, в эфире радиостанции. А на ваши личные музыкальные предпочтения как повлияла его музыка? Как все пионеры рок-н-ролла, очень важное, в том числе и на формирование моих безупречных музыкальных вкусов. Спасибо большое, Евгений. Вадим, вам слово. Довольны ли вы вчерашним концертом? Почему выбрали такой формат, когда люди сидят за столами, достаточно специфический для рок-концертов формат? Да, концертом лично я абсолютно доволен, на мой взгляд. И зрители тоже, и Кен говорил, что ему очень понравилось. Когда возник вопрос к Евгению, кого нам приглашать выступить на день рождения Рок-ФМ, я, как человек, который с Кеном давно работает, объездил там почти всю Россию вдоль и поперек, я вот сразу предложил Кена Хенсли, у нас даже никаких обсуждений не возникло. Сразу же позвали, и Кену спасибо, он согласился. Вот, мы выбирали площадку, исходя из понимания, что публике, которая в основном ходит на Кена, то есть возрастом 45+, комфортнее большой концерт уже все-таки сидеть, чем стоять, поэтому мы приняли решение взять большой банкетный зал, сделать банкетную рассадку. И это сработало, потому что на первый концерт мы продали все билеты. За месяц до концерта уже практически ничего не было.
в связи с чем возникло решение добавить второй концерт, и он тоже вчера прошел практически при полном аншлаге. Поэтому идея реализовалась не на 100, а на 200%. И те, кто вчера был, это видели. Ну, то есть 2 дня сделали из-за того, что был sold out, насколько Да, я понимаю. именно так. А сколько всего было продано билетов, если не секрет? Ну, это коммерческая тайна, но могу вам сказать, что вчера был, с учетом гостей, зал полный, никто не даст соврать. Сегодня он будет переполненный, я думаю. Если немного отклоняясь от темы, а каких зарубежных артистов планируете привести в ближайшем будущем? Есть идеи, мы обсуждали с Евгением ряд артистов. Я не думаю, что я сейчас буду произносить их имена, но однозначно понимание следующее, что артисты форматные рок-ФМ, радиостанции, да, при хорошей промо-поддержке радиостанции, при уделении им достаточно внимания, востребованы, успешны и способны продавать намного больше билетов, привлекать намного больше аудиторию. Поэтому мы обсуждаем, я думаю, что если не в этом, то в следующем году какого-нибудь зарубежного артиста мы привезем и обязательно сделаем концерт. Спасибо. Здравствуйте, Кен. Вчера у вас состоялся концерт, еще один будет сегодня. Расскажите, пожалуйста, как все прошло вчера? Actually, last night's concert was one of the best concerts me and Live Fire ever had. Один из лучших концертов, который был у Кена и Live Fire. Everywhere we go, we always rock the audience, but last night the audience rocked us as well. You know, the reaction was fantastic, so the energy from the audience kind of found its way into our energy too. Всегда, когда они играют, они как бы закачивают толпу, а вчера получилось, что толпа разгоняла их и дала им свою энергию, и это было очень здорово. So it was great. It was a great night. Было замечательно, замечательная ночь. А как вас встретили? Какая была атмосфера? What was the atmosphere and how did you get accepted? Well, first, Известия Hall is a great venue. Известия Hall замечательный. It has a great sound to it. Звук замечательный. And even though the audience was sitting down, we connected with them very quickly. И хотя люди сидели, все равно быстро установилась связь. And so this is the first thing we try to do is with the first 10 minutes of every show, whether I'm playing alone or with the band, the thing is to try to connect with the audience at some level. И это первое, что я делаю, когда я играю сам или с группой. В первые 10 минут я пытаюсь установить связь каким-либо образом с людьми. So that happened very quickly, and so we got a really good response from everybody on the floor, in the balconies, everywhere. Это произошло очень быстро вчера, и мы получили очень хороший ответ, ответную реакцию от всех за столами и на балконе. Кен, 3 года назад у вас был реюнион-тур вместе с Известия, которого вы посетили, в частности, и Москву. Расскажите, пожалуйста, вот ваши впечатления от тура вот такого рода в целом и от выступления в Москве в частности. Это был единичный концерт, если что, это тура не было. Один концерт, one show. Yeah, it was only one concert. Только один концерт был. So she's asking about your impression of the tour and of visiting Moscow. Well, obviously, I left Uriah Heep in 1980. Ну, очевидно, что я покинул Uriah Heep в 1980-м. And while it's a very important part of my history, you know, I try to move forward all the time. И хотя это, конечно же, очень важная часть моей истории, я всегда пытаюсь двигаться дальше. So Mick is the only original member of the band left. Микерс единственный изначальный участник группы, который остался. So the idea to get together with Mick and play was, I thought, quite interesting actually. Ну, это была интересная идея вместе с Миком опять встретиться и поиграть. So I worked hard to get ready for the concert, learn some new songs, and try to remember some of the old songs, and
Yeah, it was fun. I wouldn't want to do it again, but it was fun. И я усердно готовился к этому концерту, выучил какие-то новые песни, пытался вспомнить старые. Ну и, в общем-то, это было весело, это было интересно, но я еще раз такого бы не делала. А почему? Не хотите повторить? Why wouldn't you do it again? Well, because it's the kind of thing you just do once. Потому что это то, что как бы делается только один раз. I have a lot of other projects that I'm working on, and so I really wouldn't have time to do it again. So I mean, no, I'm glad I did it one time, but that's for me. That's it. I've got a lot of other things to do. И у меня есть очень много других проектов, и у меня просто как бы нет времени это делать. И я очень рад, что сделаю это тогда, но больше не буду. А репертуар вчерашнего концерта и того, который будет сегодня, как-то отличается? The set list of yesterday's concert and today's is going to be different? No. Нет. It will be exactly the same. It won't sound the same because we never sound the same, you know, 2 nights running. But the set list basically will be the same. То есть будет практически одинаковый, но будет звучать по-другому, потому что мы никогда не звучим одинаково 2 ночи подряд. And I'll be wearing a different jacket. И на Кене будет другой пиджак. Прекрасно. А что именно вы играли? Презентовали какие-то новые, может быть, проекты, работы? Did you play yesterday any new songs or new projects? Actually, we did play some different songs. Мы играли какие-то другие песни. Nothing was new because we are recording a new live fire album this year. Ничего не было нового, потому что мы сейчас как раз записываем новый альбом с Live Fire. But the set list is different from the last time we played here in Russia. So, you know, we like to try to keep it interesting, and we have lots of songs to choose from. Ну и сет-лист отличался от того, когда они последний раз играли в России, и стараются всегда что-то делать новое, интересное. А хотели бы вы поработать с кем-то из российских рокеров? Может быть, есть коллектив или исполнитель, с которым вы хотели бы провести совместную работу? I've actually played with a lot of Russian musicians. I made an album here a long time ago, here in Moscow, called The Wizard's Diary. During that time, I worked with a lot of Russian musicians and singers. На самом деле Кен играл со многими российскими музыкантами, и в прошлом он записывал альбом здесь, который называется «Wizard's Diary», «Дневник волшебника», и в это время он играл со многими российскими музыкантами. And on Sunday I will be working with a Russian symphony orchestra and 50 children in a choir. И в воскресенье он будет работать с симфоническим оркестром и с 50 детьми в хоре. So that will be good. Ну, это будет здорово. Да, конечно, Евгений. Да, если позволите, вопрос следующий. Бытует мнение, что у каждого английского мальчишки в детстве мечта стать либо рок-музыкантом, либо футболистом. Была ли у Кена Хенсли такой выбор? И в продолжение темы, каковы его прогнозы на выступление сборной Англии на грядущем чемпионате мира в Москве, в России? Yes, I did. Да, у Кена тоже был такой выбор между. When I was 16, I had a contract from an English first division football team. Когда ему было 16, у него был контракт с английской футбольной командой. But by then it was too late. Но уже было поздно. I wanted to play rock and roll, and that's it. Я хотел играть рок-н-ролл, и это сделал. My dad didn't like that decision, but. Отцу не понравилось это решение, но что поделать. And the second question was, how do you think the English footballers are going to perform at the? Англия, напомню, ничего не выигрывала с 66-го года. At the World Cup? Yes. Oh, I think they will probably lose. They might win go through the first round, but they won't go through the second round. Кен думает, что они, скорее всего, проиграют. Они, наверное, пройдут первый тур, но второй тур не пройдут. They're not a very good team. Не очень хорошая команда. I think you have to watch out for Germany and Spain. Он советует присмотреться к Германии и Испании. Or maybe Denmark. Может быть, Дания.
Спасибо. Кен, вы много выступали в России. Где вам больше всего понравилось? Может быть, у вас есть любимый город в России? You performed a lot around Russia. What was your favorite place in Russia? Well, I don't have a favorite place. I mean, I've been everywhere, I think, pretty much, Fatty. In Russia? Yeah, almost everywhere. I haven't been to northern Siberia, I don't think. Northern Siberia, no. No. There are no cities there. I don't know. I mean, you know, the thing for me is I'm not like an architecture person or a historic person. I'm a people person. So for me, the most important thing about anywhere I go is the people, and especially the people I play for. Говорит, что нет у него особо любимого места, и он просто так много везде играл. Вот, сказали, что, наверное, только в Северной Сибири не играли, но Вадим сказал, что там как бы нет городов. И Кен говорит, что он не как архитектор или что-то подобное, ему не важно где, ему вот важны именно люди, которые приходят на его концерты. And there is a big difference in the relationship I have with audiences here in Russia and fans here in Russia. A big difference between that and the relationship I have with audiences in the West. Говорит, что существует большая, огромная разница между его аудиторией здесь, в России, и аудиторией на Западе. And it's really what connects me with the people here is the music. И то, что соединяет его с людьми здесь, это музыка. And what connects, if I get connected with a Western audience, it's mainly the event that's important to them, not necessarily the music. They're very, do you know blasé, the word? Yeah. They're very kind of blasé about the И если у него получается найти связь с аудиторией на Западе, то это именно по поводу мероприятия, не столько по поводу музыки. А если, как вот вы считаете, есть ли в мире начинающие коллективы, про которые вы могли бы сказать, что у них великое будущее, они станут легендами рока, рок-н-ролла? Do you know any young bands in the world that could become legends of rock and roll? No. Нет. Yeah, and you know, and the reason is that they don't have the freedom anymore that we had. Причина в том, что у них нет свободы, которая была у поколения Кена. You know, they need to work with a record company or something like this, and they always put restrictions on musicians. Им приходится работать с различными лейблами, которые на них ставят ограничения. That's the problem. И это проблема. А вы уже упоминали о том, что... Oh, can I just say this? I hope somebody comes along soon. Но надеюсь, что кто-то скоро появится. Вы уже упоминали, что много работали с различными коллективами в России. А есть ли какой-то коллектив, с которым бы вы еще не работали, но хотели бы? I can't really answer that because I don't know. I mean, I've done so many shows where I've worked on the same show as a lot of Russian bands, and I will be doing that in places this year. But I don't get to know them very much. But I do, you know, listen, I've played with some fantastic musicians in this country. They just have one little problem, and that is that they tend... Oh, sorry. Он говорит, что он участвовал в мероприятии, где были российские музыканты, тоже, допустим, выступали на том же концерте, но ему не удается как бы их узнать близко. Вот. Но он говорит, что он с фантастическими работал российскими музыкантами, но у них есть одна проблема. And the problem is in rock and roll, in real rock and roll, there's no rules, right? В настоящем рок-н-ролле нет правил. So most of the musicians I have worked with are highly trained musicians. They studied music, they learn how to read music and write music in a formal way, and this creates rules. А музыканты, с которыми Кен работал из России, они все высоко квалифицированные музыканты, они изучали музыку, знают, как читать музыку и так далее, и поэтому это как бы делает такие правила, которых в рок-н-ролле быть не должно. So they need to throw the rules away and just play from here. Им нужно выкинуть правила и играть из души, от сердца. Of course, this means they'll make no money, but ну, это значит, что у них не будет денег, но... Спасибо большое. Такой вопрос. Вы уже упоминали предстоящий концерт в Петербурге.
Какие у вас ожидания от него и были ли у вас похожие проекты с хором, симфоническим оркестром? You mentioned the concerts in Petersburg with the symphonic orchestra and the choir. Have you had any similar experiences, and what are your expectations? Well, yes, I have had similar experiences. I did the same thing in St. Petersburg 3 years ago. Was it 3 years ago? Yes, in 2015. Yeah, and the orchestra was slightly bigger, but I had the same 50 children in the choir. And it's just a great experience, you know. My songs were written a certain way and played a certain way. Now to hear them played in a completely different way is for me, is amazing. 3 года назад тоже было похоже. Он играл с симфоническим оркестром и детским хором в Санкт-Петербурге. Только тогда оркестр был немного больше, но было также 50 детей. И Кен говорит, что это тоже замечательный опыт, потому что он привык слышать его песни в одном ключе, но в такой обстановке они, конечно же, слышатся по-другому. It's also something that I never imagined when I was young and playing rock and roll for the first time. I never imagined that I would ever play with like a orchestra of real musicians. Когда он был маленьким, он и представить себе не мог, что он будет играть с оркестром настоящих музыкантов. And now I play sometimes solo, completely alone, sometimes with my band, like tonight, sometimes with orchestra, sometimes with just a string quartet, and backing singers, lots of different ways. А теперь он иногда играет соло совсем один, или же с группой, как сегодня будет, или же с оркестром. Ну, в общем, здесь очень много вариантов, как он теперь играет. Спасибо. Коллеги-журналисты, если у вас есть вопросы, поднимайте руку, представляйтесь, задавайте вопрос. Да, девушка. Наталья Потрошова, портал headbanger.ru. У меня несколько вопросов относительно именно от ваших сольных концертов. Скажите, пожалуйста, вот последнее время я заметила, что вы стали меньше на них петь, отдавая, так сказать, лидирующую роль приглашенному вокалисту. В чем причина? Lately you've been singing less in your concerts and giving another singer opportunities to sing. Why is that? Well, because basically I don't have a rock and roll voice. Потому что у него нет рок-н-ролльного голоса. And so I know the limitations of my voice, so I give the rock and roll stuff to somebody else. Он знает границы и ограничения своего голоса, поэтому, когда доходит до рок-н-ролльного какого-то материала, он дает это другому солисту. I would always do that. И всегда бы так делал, да. И в продолжение темы, скажите, пожалуйста, по какому принципу вы отбираете песни для своих выступлений? Я понимаю, что как бы классика Юрай Хип, которая так или иначе по-любому все-таки зрители ждут, это само собой. А вот именно из вашего сольного творчества, потому что вот многие альбомы совершенно не представлены на концертах. Допустим, вот вчера не было ни одной песни вот лично моего самого любимого альбома «Running Blind». Коллеги, давайте не будем переходить на частности, да, какие-то частности. Давайте помасштабнее вопросы, и уже просто время заканчивается. Буквально 3-4 вопроса, хорошо? Well, it's not easy because I have more than 340 songs in my book. Ну, это нелегко, потому что у него есть более 340 песен в его репертуаре. So I start with the songs I know everybody will want to hear, like July Morning, Lady in Black, Look at Yourself, and so on. And then I just add other things which I think will be interesting. You know, for me, I play all the time, and I've been playing for 54 years, so you know, it also has to be interesting for me too. То есть он начинает с тех песен, которые всем бы хотелось слышать, как Lady in Black и другие, которые он перечислил, но потом он просто добавляет какие-то песни, и, конечно же, хочет, чтобы было интересно аудитории, но также и ему, потому что он уже играет 54 года, и как бы хочет, чтобы ему тоже было интересно. Вопрос, он и шуточный, и серьезный одновременно. Кен, у вас вышла новая компиляция «Rare and Timeless». Кем вы себя больше ощущаете? Rare or timeless?
He's smiling. It was a joke and serious question. Okay. So those are compilation, rare and timeless? Rare and timeless. And so she's asking, how do you identify more rare or timeless? Both. И так, и так. My wife will tell you that I'm rare, and my doctor will tell you I'm timeless. Еще вдогонку вопрос. Там есть очень сильная вещь «mine». Что натолкнуло вас на ее написание? Это звучит практически как прощание. Я надеюсь, что это не так, но тем не менее. Why did you write it? What inspired you? And he said that it sounds like a goodbye, and he hopes that it's not a goodbye. Oh, it's certainly not a goodbye. Ну, конечно же, это не прощение. That song, there's also another song which will surface sometime called Dear Mr. Star. Есть еще одна песня, которая когда-нибудь появится, называется Dear Mr. Star. They were written around the same time. И они были написаны примерно в одинаковое время. And for me, one of the most interesting things about my musical life has been the amount of time I spend in my imagination. И для него самая интересная вещь про его музыкальную жизнь – это сколько времени он провел в своем воображении. And there's a conflict between my little fantasy world and reality. И существует конфликт между его маленьким фантазийным миром и реальностью. So it's something, I try to understand it because I know I have to be realistic at times. И он пытается это понять, потому что понимает, что нужно быть реалистичным. But my imaginary world is the world where I write my songs, so I have to be there too. Но вот этот мир его воображения, это как раз там, где он пишет эти песни, поэтому ему и там приходится находиться. It's a difficult balance. Это сложный баланс. But I'm constantly working on it. Но он постоянно над этим работает. But this song, mine, is specifically about this conflict between reality and fantasy. И вот эта вот песня «Mine» — это как раз про вот этот конфликт между фантазией и реальностью. I've spent all of my life has been music. Вся его жизнь — это музыка. Which is great from a point of view of writing songs and playing concerts, but it doesn't give you much preparation for normal life. И это здорово с точки зрения того, что писать музыку и играть концерты, но это не оставляет много времени на настоящую жизнь. So I can't cook and I can't fix cars, I can't do any of the things which people do in normal life, but То есть он не может готовить, не может чинить машины, не может делать многие вещи, которые люди делают в обычной жизни. But if you need a song, I can write it for you. Но если вам нужна песня, то он вам ее напишет. Спасибо большое. Коллеги-журналисты, к сожалению, у музыканта совсем мало времени осталось. Мы завершаем пресс-конференцию торжественным подписанием гитар. Пожалуйста. Oh. Oh, I'm going to sign the guitar? Okie dokie. So this guitar is worth, what, $1,000? What do you think? Because when I sign it, it'll be worth $500. Когда он ее подпишет, она будет в 500 раз дороже. Это расчет. It's a nice guitar. Yeah. Okay. Oh, two, both the same. I'll sign this one in a different place. Yeah, and one more. Okay. Super. Sure.
maybe you remember, many years ago, you was a newspaper. Okay. And we meet about 10 years ago. Wow. Maybe you remember. No. Your autograph was a wall. Okay. Okay.